Здравствуйте, дорогие друзья, с вами сегодня снова команда New Hope, и сегодня мы хотели поговорить на тему маскировки, а конкретно о одном из видов советников, который максимально позволяет маскировать торговлю высокочастотных роботов или арбитражников. Давайте мы с вами рассмотрим более детально робота, которого торгуем мы, которого мы написали еще в 2017 году, которого мы используем для маскировки. Он и про ряд его особенностей, плюсов и минусов я расскажу уже в ходе видео. Так, давайте перейдем начало непосредственно к самому роботу. Значит, это у нас New Hope Core, ну, сокращение от коррелятор. Давайте пройдемся по его настройкам. Первое — это Magic Number. Мы по дефолту ставим единичку. Используется для того, чтобы робот не мешал другим роботам, тому же Нихопу, и не лез в его торговлю и следил только за своими сделками. Следующие две настройки — это имя инструмента, между которыми будет происходить торговля. Первый инструмент у нас это евро-доллар, второй фунт-доллар. Это в текущем варианте. Так у нас мы используем обычно порядка 3-4. Ну, я лично использую 3 корреляционные пары для маскировки. Вот. Следующие настройки я прибавил нижнее подчеркивание, потому что у нас инструменты с таким именем, то есть надо изменять, если у вас какие-то другие названия, то вы прописываете их. Следующее — это торговый лот. У нас, значит, первый лот для евро-доллара, второй лот для фунт-доллара. Для чего это вынесено отдельно, не одной командой, потому что есть разные пропорции. Например, HK30 и US500, у них разные пропорции, где-то порядка 10. И чтобы их торговать, например, если вдруг коррелятором вы надумаете, то вы могли прописать у одного 1/10, у другого 1/100, и тогда будет в равных пропорциях вестись торговля. Следующее — это коэффициент лотности, увеличение следующего колена, как в мартингейле. Мы это вшили просто для того, чтобы это было. Мы лично используем единичку. Нам не надо, чтобы советник, в принципе, зарабатывал больших денег. Да, он работает в плюс по движению, но нас это не интересует. Нас интересует непосредственно постоянное его движение и сделок, то есть исполнение, новые, старые ордера, длинные. Про это будет чуть позже. Так, lose in валют — это сколько мы теряем для открытия следующего колена между парами. Profit in валют — это сколько мы зарабатываем для следующего колена. И закрываемся, соответственно, для первого колена. Sum in profit валют — это если общая сумма всех коррекционных ордеров вышла в какой-то плюс, то, соответственно, робот закрывает полностью всю пачку ордеров. Так, максимальный спред. Лично мы максимальный спред используем чуть-чуть больше стандартного. То есть берем евро-доллар и фунт-доллар. Смотрим по фунт-доллару спред 2,5. Значит, в районе 3 это приемлемый спред. Чтобы на новостях не торговать, не видеть эти огромные шумы, риски, импульсы, чтобы не открывалось много ордеров, нам это не надо. Мы пропускаем периоды новостей непосредственно коррелятором, и поэтому нам проще всего ставить спред чуть-чуть выше того, который есть по рынку обычно. Slippage — это допустимое проскальзывание. Мы обычно ставим 300. Команда нужна только для инстанс счетов. Order comments. Ну, я думаю, это очевидно. Это комментарий к ордерам, который вы можете потом почитать по логам и отсеять, где находятся ваши ордера. Следующее — NPR orders. Это количество пар корреляционных, которые может торговать советник. Мы ставим обычно 30, но по нашей практике больше 10 обычно не доходит при таких настройках. Мы также еще профит любим ставить 4, для того, чтобы советник сильно не
делал много ордеров, ордера плюс-минус постоянно висели, и их видно было, что эти ордера находятся в сделках по длительное время. Следующая настройка — это просадка по equity. Так как мы торгуем, например, хиденом, он нам будет мешать, он может закрывать. По хидене просадка может доходить до 40%, но не по equity, а по балансу. Но для лишней безопасности мы обычно ставим 1/100, чтобы этот параметр нам не мешал. Close all inits. Это значит закрыть все ордера. Выбираем True, нажимаем ОК. И советник, соответственно, закроет все ордера и будет ждать разрешения начать торговать снова. Equity Max Process. Это значит настройка у нас, насколько equity относительно запуска робота увеличился. То есть, если в начале при запуске торговли было 10 тысяч долларов, баланс увеличился, equity, не баланс, equity увеличился на 200 долларов, то советник остановит торговлю. Ну, точнее, он закроет всю пачку ордеров, так как он суммарно находится в плюсовой зоне по equity, и начнет торговать дальше. Нажимаем ОК и смотрим, что происходит. Советник открыл 4 ордера, это 2 ордера по евро и 2 ордера по фунту. Как вы видите, вначале открыл 1 buy и 1 sell. Давайте теперь мы перейдем в блокнот, и я вам конкретно опишу суть самой стратегии. Это пара евро-доллар, это пара фунт-доллар. Давайте мы подпишем, чтобы вам было проще понимать. Итак, что мы сделали? Мы открыли здесь один ордер и здесь один ордер. Затем мы открыли здесь ордер и здесь ордер. Здесь у нас buy, здесь sell. И здесь buy, и здесь sell. Значит, мы видим, что по евро-доллару цена пошла вниз. Значит, у нас по ордер на sell зашел в зону, например, 6 долларов плюса. А при этом по pay фунт, находясь же в этой же точке, как и здесь, ну здесь, цена на sell дошла до 2 плюс долларов. Ну давайте, некорректно, наверное, будет указывать так. Правильно будет buy. То есть советник сравнивает встречные ордера. Значит, здесь buy находится в состоянии минус 2 доллара. И если мы из 6 вычтем 2, то получается 4. Как раз таки в настройках у нас 4 указан для профита. То есть разница между баем и селлом в одном месте стала равна 4. За счет того, что одна пара ушла, а другая нет. Что в этот момент происходит? В этот момент робот закрывает sell и закрывает buy. Таким образом, наш баланс увеличился на 4 доллара. Но при этом у нас остается открытый один buy и один sell. И робот теперь в этом положении ожидает, что ему делать. Дальше давайте посмотрим, что будет происходить, если цена пойдет дальше вниз. Давайте мы сотрем. У нас остался значит, один ордер. Был один ордер, здесь остался по евро-доллару на buy. Значит, это у нас евро-USD. И один ордер по фунту на sell. Итак, что происходит дальше? За счет того, что здесь цена дальше не движется, а здесь движется, то разница между buy и sell растет. Значит, что у нас происходит? Мы открываем следующее колено.
Затем следующее колено. То же самое происходит и по инструменту фунт-доллар. Здесь теперь у нас работают однонаправленные однонаправленные ордера. Здесь sell и здесь sell. То есть фактически брокер после начального открытия хеджа видит встречные ордера, но он не видит, что по евро-доллару buy только, а по фунту sell. Он видит, что работает какой-то сеточный робот, который распределяет свои ордера. Соответственно, у него нет подозрения о том, что это какой-либо, может быть, где-то как-то маскироваться мартингейл. Но при этом, когда мы хеджируем между двумя инструментами, между евро-доллар и между фунт-доллар, хеджируем ордера, то у нас просадка сильно не растет. Если бы мы просто торговали евро-доллар на бай, и цена бы шла вниз, мы бы теряли кратно большую сумму, чем если у нас между двух инструментов происходит корреляция. Теперь мы дошли до такого состояния, когда у нас здесь фунт начал падать, значит стоп-лосс, сделки на sell начали расти в плюс, а здесь сделки на buy начали откатываться и тоже стали восстанавливаться. И значит происходит какая вещь. Если у нас вот здесь плюс перекрывает этот минус, то соответственно происходит закрытие цены. У нас закрывается один buy и один sell. Также происходит дальше со следующим коленом. И так пока все колены не закроются. Чаще всего, как показывает практика, все колены сразу не закрываются, поэтому необходимо следить за роботом крайне редко, но посмотреть раз в неделю можно. Из нашей практики данный робот был разработан непосредственно для того, чтобы он маскировал нашу торговлю арбитражную, и было разработано 3 валютных корреляционных инструмента для торговли. Это евро-доллар, фунт-доллар, потом это австралиец, новозеландец, и фунт, и DAX 30 и US 30. Между ними использовать можно коррелятор достаточно легко. У нас есть сеты, мы их положим в настройки. Что могу выделить по US 30 и DAX 30? Торговать не рекомендуется для коррелятора, если у вас нет понимания, как это работает. И второе, если у вас нету дробных лотов для контрактов, либо для индексов, потому что если у вас нету минимального значения для входа, минимального шага цены, где вы можете немного потерять, то лучше не ставить. Риски могут быть сильно завышены. Данный робот торгуется, можно его не выключать на выходные, на ночь. Мы не выключаем никак торговлю, торговля ведется постоянно. Из плюсов могу заметить, что первый плюс — это робот, который помогает маскировать по типу стратегии, например, hidden, например, классики можно маскировать. Он увеличивает количество торгуемых инструментов. Ордера, когда находятся во встречных позициях между двумя инструментами, у вас появляются ордера, которые без лока и которые очень длительные. Бывают ордера висят по неделям. Брокер неоднократно нам подтверждал, что это сложно отсечь и найти конкретно арбитраж или высокочастотную торговлю, когда присутствует подобный робот. С менеджерами мы общались разных брокеров. Менеджеры также говорят, что действительно это сильно мешает им найти высокочастотную стратегию на торговых счетах. Я думаю, что на этом все.
Хотелось бы еще, наверное, отметить информацию только о корреляторе другого поколения. Это совсем другой робот, но работает по такому же принципу. У нас есть коррелятор, когда он не находится постоянно во встречных позициях, а он входит по сильному изменению корреляционной составляющей на протяжении короткого времени и потом ждет откат. С учетом того, что в большом количестве случаев после резкого выстрела по одному из инструментов второй начинает либо двигаться за ним, либо первый начинает откатываться в сторону встречного инструмента. И на практике торговля ведется в плюс. Но есть один факт, который нас смущает, и мы поэтому его не используем. Мы про него расскажем в отдельном видео и вам опубликуем. И предоставим информацию по этому роботу. Но у этого робота есть короткие сделки. Бывают корреляционные ситуации, когда сделка может длиться 1, 2, 3 секунды. И это фактически мы только привлекаем к себе больше внимания. И там у робота нету стратегии удерживать в долгую. Там сама стратегия рассчитана именно на заработок. Я думаю, что отдельно мы это опубликуем. На этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях на YouTube канале, задавайте их нашим сотрудникам, можете присылать на почту свои вопросы. Мы рады будем вам ответить. До свидания.